Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Я снова с вами. Тема расклада мысли, чувства, действия. Давно мы не делали этот расклад. Давайте рассмотрим, посмотрим. Так, 3 колоды у нас работает. Колдовское Таро, Таро призраков и Арканум Тарот. Выбирайте, определяйтесь, даю вам секунду для выбора варианта. Ну что, я думаю, что выбор все сделали. Кто не успел, просто ставьте видео на паузу и выбирайте в более спокойной обстановке. А мы приступаем к первой позиции. Так, первый вариант. Давайте вот сюда буду, откладывать, наверное. Ага. Да, так лучше. Итак, первый вариант. Для начала мы выкладываем буквально 3 карты, чтобы посмотреть, что сейчас между вами. То есть характеристика ваших отношений, мысли партнера о вас, партнерши, если меня смотрят мужчины, чувства к вам, ну и, конечно же, действия. На действия загадайте, пожалуйста, сроки, чтобы вы понимали, в какой именно срок ждать или не ждать действий от партнера. Так, все, расклад состоялся, мы можем приступать. Так, смотрим. Что сейчас между вами? Вы знаете, вы хотите добиться своего, вы хотите перемен, вы хотите выхода из застоя, вы хотите, чтобы мужчина принял какое-то решение, но пока я вижу, что вы в процессе борьбы. То есть женщина может поставить условия, женщина может конкретно сказать, что ей не хватает в отношениях, но мужчина в данный момент не решает проблему. Почему? Да потому что вы пытаетесь себя защитить, вы пытаетесь себя оградить, и вы пытаетесь все-таки добиться своего. Семерка жезлов – это процесс, это когда мы до сих пор боремся друг с другом, когда мы отстаиваем свое право на что-то и так далее. Ну-ка, я хочу еще посмотреть все-таки. Кстати, между прочим, эти отношения уже давно должны были перейти на новый уровень, или же человек давно уже должен был обратить внимание на то, что в этих отношениях что-то не ладится. Может быть, человек не уделяет внимания вам, может быть, не выполняет какие-то свои обязательства. Но бывает такое, что семья вроде... Но мужчина не приносит деньги в семью, то есть женщина все тянет на себе, пытается спасти эти отношения, пытается их продвинуть и так далее. Смотрим, что еще. Чувства есть, конечно, есть. Да, у многих здесь может быть уже семья, а кто-то мечтает о семье, кто-то мечтает о том, чтобы уже мы оформили наши отношения, чтобы они стали официальные. Но здесь нужны перемены. Если вы в семье, например, это ваш муж, вы смотрите на мужа или на жену, кстати, здесь может быть, что кроме как обещаний, романтики ничего нет. А вот ответственность, потому что пентаклей я не вижу. Я не вижу, что человек демонстрирует вам то, что вы на него можете полностью и целиком положиться. Нет защиты, нет опоры, нет доверия. Хотя чувства, эмоции, но они проявляются только тогда, когда в отношениях все хорошо, когда нет проблем, когда между нами романтика и, в принципе, взаимопонимание. Но как только создается какая-то конфликтная ситуация, скорее всего, партнер или партнерша сливается, то есть не выясняет проблему. Эта проблема остается невыясненной, непроясненной. Ладно, все, я вам объяснила, что между вами. Если вы себя узнали, значит, смотрим. Что мужчина думает о вас? Читая со стороны мужчины, мальчики, переворачиваете, Ну что на самом деле вы-то правы, и в принципе партнерша, вы для него просто замечательно. Человек ценит вас за ваши качества, он считает, что ему очень повезло с вами. Также здесь человек видит с вами успешную, радостную перспективу на будущее, кстати. Если вы пока еще в статусе королевы жезлов, он планирует изменить ваш статус, он планирует сделать вас императрицей, но только тогда, когда он к этому будет готов. То есть решение он должен принять
в спокойной для себя обстановке. Он должен быть уверен, что он делает правильный выбор, что он не ошибается и так далее. Еще. Здесь может быть влияние мамы. То есть на мужчину конкретно влияет мама, и которая все время вмешивается в ваши отношения, это портит ваши отношения, честно могу сказать. Ну да. С одной стороны, я боюсь потерять эту женщину, но с другой стороны, пойти на ее условия я не готов, не готов. Да, мне нужно время, говорит мужчина. Как будто бы он до чего-то не дозрел. Или для него очень важно принимать решение без какого-то воздействия извне. А я вижу, что на этого человека со всех сторон давят. Вот честно, да? То есть может быть там с одной стороны родственники, с другой стороны вы. И он как будто оказывается в центре вот этих событий и не может понять вообще, что правильно, а что неправильно, что белое, а что черное. Вот здесь мужчина запутался. Если же вы четко осознаете, что здесь нет влияния родственников, то мужчина четко для себя понимает, что он еще не дорос до императора. То есть император – это ответственность, император – это защита союза, укрепление союза. А он, видите, он в ожидании. А смогу ли я? А готов ли я? Может быть, у него денег не хватает. Может быть, он на самом деле боится, что в будущем не хватит. Или что он просто не потянет и так далее. Но страхи есть у мужчины, чувства. Чувства в отношении вас. Ревнует, очень сильно ревнует, любит. Но я сразу сказала, что чувства здесь есть. Крышу, конечно, срывает у него. Почему? Потому что здесь между ревностью и любовью идет очень большая борьба. Мужчина, с одной стороны, понимает, что чтобы сохранить отношения, ему нужно согласиться на ваши условия, потому что женщина здесь уступать не намерена. То есть все, терпение кончилось. Кстати, может быть, вы даже поставили эти отношения на паузу, вы, может быть, даже отстранились или отдалились, и мужчина очень сильно переживает из-за того, что вы можете не вернуться или что он вас не сможет вернуть. Но он все-таки любит вас. Он любит, и он понимает, что его тянет, что он не может вас заменить, и что вы для него очень важная женщина. Ну, давайте же посмотрим все-таки действия. Загадайте сроки. Действия мужчины в вашу сторону. Так. Здесь мужчина придет для того, чтобы оправдаться, назначит вам какое-то свидание. И, если честно, даст вам надежду на будущее. Но только, честно могу сказать, вот здесь, да, не рассчитывайте на быстрые действия со стороны мужчины. То есть, да, он появится, он сделает первый шаг, он попытается там вас вернуть, расположить к себе, он попытается что-то для вас сделать. И он даже согласится на то, что да, я готов, например, на семью или на то, чтобы у нас в семье развивались отношения именно так. Например, если вы живете с мамой там, то он согласится, что пора разделяться, пора переезжать, пора быть самостоятельными. Ну или конкретно дает вам понять, что да, я пойду зарабатывать, я буду искать работу, я возьму на себя ответственность. Но дело в том, что по девятке жезлов он это будет делать на своих условиях и так, как ему выгодно. То есть на работу он пойдет только на ту, которая ему будет нравиться, да? Переедет от мамы он только тогда, когда он к этому будет готов, или он найдет более, например, да, подходящее жилье, за которое, может быть, надо платить меньше, там, или еще что-то. Ну, то есть мужчина не побежит, сломя голову, менять свою жизнь только потому, что ему нужно спасти отношения. Нет. Но все-таки какие-то первые шаги он будет делать. Здесь будет свидание, на котором будет прояснена ситуация, и он будет себя менять обстоятельства, но он будет медленно плыть по течению. То есть, как говорится, торопить события он не намерен, но уже какой-то шаг в нужном направлении, по крайней мере, сделает. То есть чего-то вы уже добьетесь. Так что удачи вам, всего вам самого хорошего. И не забывайте, что этого персонажа нужно постоянно подталкивать, даже если он противится и ему это не нравится. Но, к сожалению, если этого не делать, он вообще подвиснет в одной позиции и вообще менять свою жизнь никогда не будет. Вот такой у вас получился расклад на сегодня. Пишем «принимаю», «забираю». Если вам
он понравился. Если нет, прям пишите «не мое», «не хочу», «не буду» или перезагадайте сразу позицию. Так, двоечки. Здравствуйте, мои хорошие двоечки. Тема расклада мысли, чувства, действия загаданного персонажа. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, рассмотрим. Итак, для начала, что сейчас между вами, буквально 3 карты. Именно по этим 3 картам вы можете узнать, ваши ли это отношения или нет. Мысли о вас, чувства к вам и действия. На действия, пожалуйста, загадайте сроки. Так, ну все, расклад состоялся. Давайте приступать к характеристике ваших отношений. Что сейчас между вами? Так. Ну, здесь может быть возвращенец, то есть мужчина, который вернулся из прошлого и пытается восстановить отношения. Прям действует активно, пытается что-то сделать, пытается как-то, вы знаете, проявить себя. Ну, или вы конкретно смотрите сейчас на мужчину из прошлого. То есть это ваш бывший, и вы ждете каких-то поступков с его стороны, и вы думаете, а вернется ли он, а воссоединит ли нас еще судьба. То есть если ваши отношения сейчас прям конкретно развиваются, вы друг с другом, да, на одной волне или вы в одном городе общаетесь, то это не ваша позиция. Здесь конкретно человека рядом с вами нет. Ну или же между вами большое расстояние. То есть, ну-ка, что сейчас? Ну да, здесь каждый уже обнулился. Здесь уже люди, каждый идет своей дорогой. Но вам бы то ли хотелось узнать вообще, что с ним происходит, да, а вообще помнит ли он вас, вспоминает ли он о вас и так далее, да. Но здесь пока... если честно, как будто бы, вот знаете, воспоминания нахлынули, и вам бы очень хотелось, чтобы этот человек проявился. Вот тот, кто меня сейчас смотрит, сейчас у вас такое чувство, но это может быть ретроградный Меркурий, кстати, сейчас все бывшие возвращаться будут. И, кстати, с Ураном там какое-то соединение тоже, да? Это говорит, что будут какие-то спонтанные действия, спонтанные мысли и так далее, события, которые будут происходить. Ну вот, скорее всего, на вас это и влияет. Почему? Потому что здесь человек вспомнил, как-то, вы знаете, захотелось увидеть, услышать, а как он там, а что там с ним. А вот если бы он появился, может быть, у нас бы все сейчас сложилось по-новому, да, и так далее. Но я не вижу, что вы общаетесь. Здесь явно бывший. Ну-ка, давайте посмотрим. Мысли о вас. То есть, если вы не смотрите на бывшего, то это не ваша позиция. Мысли мужчины о вас. А вы знаете, вот на самом деле, да, вспоминает мужчина. Вот тоже на него нахлынуло. Почему? Потому что подвешенная ситуация говорит о том, что у человека сейчас некий тупик в жизни, да. То есть он думает вообще, а что с ней происходит. Во-первых, смотрите, тройка пентаклей. Вы тут цветы поливаете, здесь кто-то, да, чем-то занимается, каждый занимается своим делом, да. И непонятно вообще, вот мужчина тоже, он думает о том, что, а думаете ли вы о нем, а помните ли вы его, а вообще в принципе, вот если бы он появился, как бы вы отреагировали, но он в тупике. Он в тупике почему? Да потому что он не знает, что происходит в вашей жизни. А может быть, у вас уже есть семья, может быть, у вас есть уже там дети или любимый человек. Также он думает, что у вас уже, скорее всего, есть мужчина, который рядом с вами, да. Ну, то есть здесь конкретно мужчина думает о вас, вспоминает вас, но при этом он опасается, что у него уже есть конкуренты, что, да, слишком много времени прошло, говорит он. Слишком много времени прошло. И вот самое интересное, что его беспокоит, что прошло то время, а он не перестал-то думать о вас. Он вас не забыл, его к вам тянет, и тянет неимоверно. Страсть очень сильно, желание очень сильно. Те моменты, которые вы проводили вместе, у него до сих пор в голове, и он, когда вспоминает, он улыбается. То есть ему было приятно, и он до сих пор чувствует себя счастливым, когда он об этом думает. Поэтому привязка очень сильная.
Сколько бы времени ни прошло, мужчина о вас думает. Чувства к вам. Ой. Вы знаете, здесь чувства, как будто бы родились, или осознал мужчина эти чувства, когда вы от него отвернулись. Потому что они ему доставляют боль, они ему доставляют расстройство, беспокойство, подавленность, отрешенность. Да? И он считает, что это ему по справедливости. То есть правильно. Почему? Потому что я не удержал. Я не спас отношения, я не стал за них бороться. Я не стал, скорее всего, да, ну, может быть, как-то вкладываться, или я не дал этой женщине того, чего она заслуживала. То есть здесь мужчина четко осознает, да, я ее люблю, я о ней мечтаю, она постоянно у меня в подсознании, но я не могу ее вернуть. Почему? Потому что, скорее всего, она занята. Ну, а давайте посмотрим, все-таки будут ли действия. Загадайте сроки. Иногда бывает, что мужчина все-таки решается узнать, прояснить. Ух ты, шикарно. Вы знаете, будут действия. Почему? Потому что здесь у нас император. Император всегда активная карта. То есть император – это всегда действие, император – это всегда энергия. Это когда человек может даже очень спонтанно проявиться. Для чего он это делает? Да для того, чтобы прояснить, что сейчас происходит в вашей жизни. То есть все его действия будут направлены на то, чтобы прояснить, что в вашей жизни происходит, с кем вы находитесь, что у вас в чувствах, что у вас в голове, какие эмоции вы испытываете. То есть вот если бы выпала императрица в начале, императрица пассивная карта. То есть вот она как села, так и сидит, пока ее вот не вытянут оттуда, да? А император нет, он вытягивает, он действует. Вот в вашем случае действия будут 100%. 100%. И они будут направлены на вас. То есть узнать про вас, узнать, что у вас в чувствах, что у вас в голове, что у вас в подсознании, что у вас в жизни, как вы живете и вообще на что вы рассчитываете и кто вас окружает. 3 старших аркана. И, между прочим, если мужчина прояснит, что вы свободны, он вам сделает сразу какое-то предложение. То есть как только он понимает, что у вас никого нет, он делает вам предложение по поводу стабильных отношений. Девочки, 4 старших аркана и 10 пентаклей. Мужчина жениться собрался на вас. Если вы свободны, если вы все-таки его любите и готовы его принять и простить, мужчина готов на вас жениться. Так что ждите. Прекрасный расклад. Здесь прям чудо. Боится, переживает, волнуется, в себе копается, но мужчина прошел здесь глубокую трансформацию, которая открыла ему глаза. И по справедливости, вы знаете, как будто он духовно начал развиваться и понимать, что не всегда виноваты люди. В чем-то, может быть, и я виноват. Ну что, удачи вам. Не забываем про обратную связь. Ставим лайки и пишем «принимаю, забираю». А мы, ух ты, переходим к 3-й позиции. Здравствуйте, троечки, здравствуйте, мои хорошие. Давайте посмотрим мысли, чувства, действия загаданного партнера в вашу сторону. Что будет? Итак, для начала. Что сейчас между вами? Мысли мужчины о вас, чувства к вам и действия. На действия, пожалуйста, загадайте сроки. Так, приступаем. Вы можете смотреть на своего бывшего мужа, вы можете смотреть на человека, который женат. Ну-ка, дайте. Ну, смерть – это или условия о переменах.
Ну вот прям конкретно. Я хочу что-то изменить. Или мы что-то меняем, или мы расстаемся. Или же здесь конкретно, да, между вами все закончено. Почему? Потому что у человека есть семья. Император здесь. Вы смотрите или на своего мужа, нет, вы вышли. Или вы в разводе, или вы сейчас разводитесь, выходите из отношений, или хотите выйти. Ну, то есть, понимаете, 8 кубков, когда я иду к новым возможностям. Все. Я хочу что-то поменять, я хочу изменить что-то, и мне для этого нужно уйти. Вы или смотрите на своего бывшего мужа, точнее, даже на мужа, от которого вы хотите уйти, или же на человека, который женат, но он так и не решился уйти из семьи. Ну-ка, давайте посмотрим. Что он думает о вас? Ну, что он вас обидел? Мужчина вас любит, но, понимаете, нет, здесь треугольник, здесь, скорее всего, кстати, даже если вы в браке, здесь может проиграться, что у мужчины другая женщина, понимаете? Вот такая ситуация. Короче, мужчина что думает? Что он вас обидел, что вы женщина желанная, женщина яркая. Поступил он с вами неправильно. Если вы спрашиваете, есть ли чувство вины, да. Расставаться он с вами не хочет, терять он вас тоже не хочет. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что вы подходите друг другу. Но и дать вам того, о чем вы мечтаете, он тоже не может. Почему? Потому что у него есть какие-то ограничения или есть какие-то зависимости, которые оставить он не может. Чувства к вам. Ну, здесь или треугольник конкретный. Он скрывает свои чувства, чувства есть, но проявить он не может эти чувства. Держит их в тайне, страдает, переживает, сам, может быть, да, где-то даже пытается избавиться от этих чувств. Ой, ну здесь очень кармические отношения. Здесь очень кармические отношения. Здесь очень похоже, что у мужчины 2 женщины. Вот честно, у мужчины 2 женщины. И он привязан к ним, к обоим. То есть он не может оставить ни жену, ни любовницу. И он хочет удержать их обоих. Почему? Потому что к обоим у него есть определенные чувства. Одну он любит одной любовью, а другую он любит другой любовью. И для него очень важно иметь обоих. Поэтому, честно, даже не могу сказать, кто меня смотрит, жена или любовница. Честно скажу, другие перезагадываете. Здесь треугольник. Здесь треугольник, когда мужчина любит, когда мужчина очень сильно дорожит этими отношениями, но больше всего он дорожит своими желаниями и потребностями. То есть он не может себе отказать в удовольствии, он не может себя поменять ради этих отношений, он не может ничего сделать, потому что здесь мужчина как бы не любил, он все равно отшельник. В первую очередь, а отшельник что это? В первую очередь он любит себя. Действия мужчины. Нет, здесь никаких действий не будет, никаких перемен. Если мужчина женат, он остается в семье. Если вы жена, вот честно хочу сказать, да, вот на что согласитесь, вот так и будет. То есть мужчина вообще по умеренности и по 4 мечей, он наблюдает за процессом. Что произойдет, что будет, понимаете, здесь как будто бы мужчина ничего менять не собирается. Он ждет, когда его простят, он ждет, когда его примут таким, какой он есть. Он ждет, когда перестанут на него обижаться. Но здесь мужчина делать ничего не будет. Он у нас император. То есть он считает, что я могу вести себя именно так. Тяжелая очень энергетика. Вообще вот по 3 варианту. Очень тяжелая энергетика.
Если вы хотите, вот еще одна такая, но это прям притянутая трактовка, если вы хотите, чтобы он стал вашим мужем, к сожалению, этот мужчина не хочет жениться. Он не хочет жениться, почему? Потому что у него, скорее всего, уже где-то была семья или какие-то серьезные отношения, в которых он потерпел неудачу. И повторение сценария он не хочет. Поэтому здесь мужчина жениться не хочет. Или вообще что-то менять. Вот что-то менять в своей жизни. Вот знаете, как будто все пустил на самотек. Будь как будет. Вот как случится, так случится. Да. Ну вот как-то так. Удачи вам, всего вам самого хорошего. До новых встреч. Ваша Елена. Пока-пока.